Ну что, урожай морковки собран. Да, отличная морковка получилась. Да, вот такие кабанчики меня очень радуют. Вполне крупная. Все подробности уборки и урожайности по разным сортам моркови мы уже показывали в предыдущем морковном фильме. Шикарная. Семенная. А сейчас подробности, как мы готовим морковь к хранению, а также где, как и в каких условиях храним до весны и дальше вплоть до нового урожая. С ответами на большинство вопросов, которые уже задавались у нас в комментариях. Итак, перед закладкой моркови на хранение сначала высыпаем урожай корнеплодов на какое-нибудь большое покрывало для предварительного просушивания. И разравниваем в один слой для хорошего проветривания. Конечно, лучше это делать в сухую погоду. Кстати, пока вот мы ее туда-сюда, и она очень избавляется от земли. Да. Завершим, оно все обсыпается. Становится чище. Нам не надо. Конечно, основную часть нашей глинистой почвы мы удалили с корнеплодов непосредственно еще при уборке урожая в огороде. В один слой, Да, вообще. чтобы быстренько просохло. Еще слегка ветерок поддувает. Хотя уже в принципе вечер. Да. Как всегда не успеваем. Ну хотя бы с полчаса. Хотя всю эту работу без съемок можно сделать за час. Но Да. со съемками уходит в Целый 10 день. раз больше. Целый день уходит Да. со съемками. Да. И там же непосредственно еще при уборке урожая в огороде. Морковь слегка просохла, ведь мы специально выбрали для сбора урожая сухую солнечную погоду. Она в принципе уже Да, она Практически слежала, сухая да, уже. да. видно. Сухая поверхность. Все. Хватит. Нормально. Ну и теперь на семенной моркови обрезаем ботву. Почему обрезаем? Потому что когда обрываем, мы повреждаем почки. Ну, для примера, вот, например, здесь Да, не глядя так видно, как оно. дергаем. К примеру, здесь хорошо видно, что прям в ткань туда зашло, неизвестно, тут что-то прорастет потом или нет. Да, Ну, да. что-то, скорее всего, прорастет, но явно здесь вот шансов будет больше. Для всего остального урожая моркови, предназначенной для хранения на еду, мы обломали, оборвали листья еще в огороде. Потому что для пищевых корнеплодов в нашей технологии хранения совсем не важно, останутся ли живые ростовые почки до весны или нет. Ну вот по семенной морковке уже видно, кстати, что она довольно хорошо обсохла. Ну и видно срезы какие сейчас. Без ярких надломов и т.д. Видно, что поверхность уже полностью высохла. Вполне можно закладывать на хранение. Сейчас и там также досохнет. Она, в принципе, видно, что сухая уже почти. А дальше ближайшие дни, пока стояла сухая ясная погода, мы были заняты другими делами. В частности, собирали и урожай батата. Поэтому морковь временно свалили в кучу в погребе, где достаточная влажность воздуха, чтобы корнеплоды не пересохли и не стали вялыми. И вернулись к укладке моркови на хранение в погребе в песок уже спустя несколько дней. Итак. Песок у нас на улице, поэтому если есть дожди, он влажный. Если нет дождей, он сухой. Какой есть песок, таким и засыпаем. Сейчас вот средней влажности такой. Да, такой и пойдет в В погреб. принципе, рыхлый, но достаточно влажный. Мы уже показывали раньше, что ящик для хранения корнеплодов в погребе у нас сложен из обычных кирпичей. При этом кирпичи просто уложены в форме ящика, без цементного раствора. Поэтому при необходимости кирпичи всегда можно переложить и иначе, чтобы получить ящик другого размера, сделать выше, ниже или вообще другой формы. В идеальной теории корнеплоды моркови желательно укладывать настолько аккуратно, чтобы корнеплоды совсем не касались друг друга. Чтобы при пересыпании песком надежнее изолировать корнеплод от корнеплода. Но наш многолетний опыт показал, что подобная аккуратность при хранении моркови вовсе не обязательна. Поскольку создание зазоров вокруг каждого корнеплода требует в десятки раз больше трудозатрат. Но во столько же раз более эффективного хранения эти трудозатраты вовсе не обеспечивают. Так, первый слой просыпали песком. Все, щели закрыты.
По нашему опыту, заметной разницы в хранении такие лишние затраты труда не дают вовсе. А потому мы и укладываем морковь слоями в упрощенном варианте. И мы совсем не следим за тем, касаются ли корнеплоды друг друга или не касаются. Кроме того, мы вообще стараемся в каждом слое укладывать морковки как можно плотнее друг к другу и с меньшими пустотами между корнеплодами. Однослойной укладки и самой по себе достаточно, чтобы песок закрыл большую часть пустот между корнеплодами. Такой подход позволяет нам обходиться и меньшим количеством песка, и меньшим объемом кирпичного ящика, и меньшими затратами труда в целом. Как оно, успеваешь? Да. Морковь у нас и так хранится отлично вплоть до следующего урожая, без лишней аккуратности. Такой продолжительности хранения нам более чем достаточно, с большим запасом, потому что следующий урожай свежей моркови мы начинаем есть задолго до полного сбора урожая, когда в погребе еще остается часть урожая с прошлого года. Соответственно, для наших целей нет смысла увеличивать затраты труда и буквально тратить время жизни на ненужное. Мы далеки от перфекционизма, то есть сознательно отказываемся чувствовать недовольство собой и своими действиями из-за слегка неидеального результата, независимо от идеальности этого самого результата. Процесс такой неспешный, в общем-то, даже можно сказать творческий. Ну да, укладка. Как в детстве. Тетриса, укладка тетриса. Да. Только не электронного, а Да. такого овощного. Морковного. Морковного тетриса. Так. Что у нас так? Так. Кривые морковки дают слишком большой зазор, хоть так положи, хоть так. Поэтому стараемся их отложить отдельно и съесть в первую очередь, чтобы они не заставляли нас большие объемы песка ворочать впустую. И снова засыпаем. О, такая кривулька, а? Ну да, вот Да, такой вообще да, никак да. ни с чем не уложишь. Так, еще слой морковки засыпаем. Не стараемся вовсе, чтобы морковки друг от друга отделены и пересыпаны песком были. Опыт показал, что это не нужно, хранится и так до нового урожая отлично. Поэтому вот эти выступы не стараемся присыпать, все равно следующим слоем все воздушные зазоры и так засыплятся. Вот так, слой за слоем засыпаем, пересыпаем. Опа. Так, ведерко песка ушло уже. Все, еще слой готов. На самом деле у нас и свекла, и морковка в одном месте, в одном ящике. Выглядит это как-то так. Все совместно и зарывается в песок. Свекла у нас и растет с морковкой на одной грядке отлично. Напоминаем, что уже показывали недавно фильм о сборе этой свеклы. И хранится она рядом с морковью тоже отлично. Для примера, вот так у нас выглядят корнеплоды спустя год хранения в погребе в песке. В таком виде убираем эти остатки из погреба, чтобы протравить хранилище и чтобы освободить место для нового урожая. Конечно, обрывать листья, выросшие летом на старых корнеплодах из-за нагревания погреба в нашем жарком климате ростовских луганских степей уже нет смысла, потому что в это время мы уже питаемся свежими корнеплодами с нового урожая. Да. Вот. Один из близких к поверхности слоев уже. Еще на слой сюда влезет и все, да? Ну, что не влезет, можно нарастить. Но мы просто по пакетам раскидаем. Для еды на ближайшее время будет. В принципе, небольшое времени неплохо и в пакетах хранится. В пакете делаются дырки и все. Пакеты с корнеплодами не завязываем, просто вот так прихлопнули
И делаем дырки. Иногда прорезаем ножом. Ну, Проще пальцем. проще уже, когда корнеплоды уложены, натыкать пальцами отверстия. Это для того, чтобы водяной конденсат испарялся. Главное снизу даже так Да. делать. При дыхании растений выделяется довольно много воды. Поэтому в пакетах желательно отверстия. Ну или специальные мембраны покупать. А можно просто вот так натыкать. Ну, пакетики. Да. Новые мы для такого не используем обычно с чего-то. То есть это то, что уже не жалко. Такие вот Такие дырочки. красивые. Аккуратные отверстия. Да. Там уже пастернак. Тут морковка. Ну, свекла в этот раз вся в песок пошла. Семенную морковку положили отдельно от пищевой. Здесь тоже засыплем ее песком, чтобы всегда можно было быстро вовремя достать. Засыпаем все основательно уже. Практика показала, что лучше всего корнеплоды хранятся у нас в песке. В том числе и семенные. Иногда бывает, мы семенные кладем просто на самое дно вместе с пищевыми. Но опять же практика показала, что потом то бывает мы их съедим случайно. Забудем. То потом их приходится искать, да. То вообще забудем, что оставляли. Вот именно что. Все, здесь пищевые корнеплоды, здесь семенные. Ну и еще. Часто нас спрашивали люди в комментариях под фильмами, при какой температуре и влажности воздуха хранятся у нас корнеплоды в погребе. И как регулируем температуру. Даже сейчас, в первой половине декабря, все равно большого мороза видно нет. Около 2 градусов вот днем. Несмотря на то, что снег уже выпал слегка. Ну, собственно говоря, он вот первые сутки только как выпал. А до этого все время плюсовая по большей части в дневное время была. Даже градусов до 10 доходило. Естественно, почти всю осень мы часто открывали на ночь вот эту входную дверь, чтобы охладить погреб. Поскольку за лето он нагрелся градусов до 15, ну вот сейчас удалось температуру сбить где-то градусов до 5-6. Вот так вот. Кстати, вот наглядно видно сейчас и какая температура в погребе, и какая влажность. Температура 5,5 градусов Цельсия. Ну, относительная влажность воздуха 74%. Примерно так. То есть при температуре вот после закладки моркови на хранение, грубо говоря, было от 15 вот до 5 градусов. Но видно, что с момента уборки из песка нигде не торчит зелень. Если там что-то где-то и порастает, то очень незначительно. Кстати, видно, насколько сухой песок при такой влажности. Это спустя пару месяцев после закладки на хранение. Кстати, и свекла тоже не прорастает пока что. Но учитывая, что дальше уже прохладнее будет, нам не приходится обрывать зелень. В семенных корнеплодах тоже ничего не прорастает. Так что все пока хранится отлично, нормально. Внутреннюю дверь мы пока вообще не закрываем, благо в этом сезоне нету мышей. Ну, практически в регионе их нету. За всю осень на входе в дом пару штук выловили и все, в огороде ни разу не видели. Поэтому эта дверь пока открыта, ну а вот эту закрываем. Прежде всего, в основном из-за того, что бывает явно теплее на улице, чем в погребе. Вот это вот ноябрь, да даже в начале декабря еще очень тепло было. Только-только вот начало днем минусовые температуры создавать.
Напоминаем, что вентиляция здесь у нас приточно-вытяжная. Вот это вот выход. Проволока висит, чтобы прочищать паутину, чтобы нормально воздух шел. Вот. Ну а во всех дверях есть для притока свежего воздуха сетка. Сетка, и там на верхней двери тоже есть сетка. Вот. Ну, учитывая, что сейчас все еще довольно тепло на улице, можно еще охладить. Внизу оставляем открытой. А эту дверь закрываем. Тут при минусовой на улице уже может слишком много холодного воздуха туда пойти. Ну а так дверь охлаждается, наружная. И все равно холодный воздух туда идет, но уже не так интенсивно. И вот даже при этом, даже если вот на ночь оставляем открытой или приоткрытой, слегка, например, вот так эту дверь, все равно там около 5 градусов держится, ниже пока не падает. А можно бы еще охладить градусов до 2-3. Да, нормально будет для большинства овощей, включая картошку. И чуть подробнее о старом песке. Вот это лежит песок прошлогодний, просеянный уже, который мы из погреба вытащили. Мы такой песок используем для строительно-ремонтных различных нужд. В общем-то, его, конечно, можно было бы пропарить, прогреть и опять использовать для хранения. Но у нас достаточно свежего песка, поэтому этот у нас лежит отдельной кучкой для строительных нужд. Чистим старый песок после хранения корнеплодов с помощью сита. Что-то попалось. Хорошая машина попалась. Ну, вот здесь остаются. Это целое, это целое. Угу. Это что-то сгнило и полностью ушло. Ну, конечно, в строительном песке нам такое не надо. Вот такой отсев. Это вот отсеяли остатки корнеплодов перед закладкой на хранение нового урожая. Ну вот свекла идеальной формы, Да. идеального сохранения. Год пролежала в погребе. Да. Вот. Отлично выглядит. Ну вот, сгнившие в песке вот такие становятся. В юшку, в общем-то, не расползлось. Вот. Ну, есть отдельные экземпляры. Да, несколько Бывает, штук пропало, Не конечно. полностью, конечно, идеально. Но в основном, Да, основная масса отлично в основном сохраняется. очень даже неплохо. Это именно в песке хранится. Пастернак вот. 2 корня осталось. 2 корня осталось. Отлично выглядит. Съедобный. Ну, Морковку всю съели, в общем-то. Вот 2 да, морковку морквинки съели. остались. Тут Свеклы больше всего парочка осталось. этих кружочков осталось. А свеклы, да, дофига. Соседки Мгм. отдадим. Ну и потом накрываем, чтобы не засыпалось это дело всякими там листьями. Каменюку сверху, чтобы не раскрыло, и все. И так и лежит. Зато всегда есть чистенький песок просеянный. Да, для работы. Да. Так, яблочки в погреб идут. И еще момент. Приходилось слышать информацию о том, что яблоки нежелательно хранить в погребе рядом с морковью. Из-за того, что яблоки выделяют газообразный этилен, который ухудшает вкус и вызывает быструю порчу моркови. Аналогично и с грушами. Но желательно учитывать, что этилен легче воздуха. Он заполняет верхнюю часть помещения. Поэтому на всякий случай ящики с яблоками мы ставим повыше, на полке. А морковь хранится внизу на полу. При таком формате совместного хранения яблок и моркови ухудшение вкуса и сохранности моркови мы не замечали. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.